Какие невероятные тайны и загадки скрывает наша история? Как ученые из НАСА пытались разгадать тайну оживающей горгульи? Что за невероятные находки были найдены в гробнице династии Минг? Я собрал самые жуткие и интригующие загадки, которые ставят в тупик даже современных ученых. Хьюстонская горгулья. Что сказать про ожившую горгулью? И это вовсе не шутка, а задокументированный факт. В один поздний вечер 1986 года, когда тени уже успели затянуть все вокруг, Фрэнк Шоу, сотрудник НАСА, шагал к своему автомобилю. Все, о чем он мечтал, это скорее оказаться дома, в уюте и тепле. Однако его планы резко изменились, когда, взглянув на здание НАСА, он заметил странное существо. Таинственная фигура, закутанная во что-то похожее на плащ, украдкой наблюдала за ним, сидя на углу здания. Шоу не мог отвести взгляд. Перед ним было нечто с двумя массивными крыльями и безумным оскалом. Жутко, да? Это что, горгулья? Мелькнула мысль. Но не успел он и глазом моргнуть, как таинственное существо исчезло. Дома, все еще находясь под впечатлением, Шоу поделился своим наблюдением с семьей, которая, вопреки скепсису окружающих, поверила ему и посоветовала держать все в секрете. Но мистика не давала Фрэнку покоя, и вскоре он решил рассказать обо всем начальству. К его удивлению, шеф подтвердил. Такие видения у сотрудников случались и раньше. Более того, после одного из таких появлений нашли искалеченные тела 2 служебных собак. Время шло, но тайна горгульи на крыше НАСА так и осталась нераскрытой. Напротив здания даже установили камеру, но она постоянно барахлит. Причину сбоев выяснить не удалось. Геоглифы Наски. Но давайте расскажу и про более масштабную загадку. Геоглифы Наски, загадочные и масштабные рисунки, выцарапанные на каменистой почве Перу, представляют собой одну из величайших археологических тайн. С Земли они выглядят как запутанный мозаичный узор желтых линий, и лишь с высоты открывается их настоящая красота. От 50-метровых пауков до 100-метровых кондоров с размахом крыльев в 120 метров и ящериц, протяженность которых достигает 180 метров. Эти геоглифы создавались в течение нескольких столетий, с самыми ранними образцами, датируемыми VI веком до нашей эры, и самыми поздними, I веком нашей эры. Археологические исследования позволяют лишь приблизительно оценить время их создания, что добавляет еще больше таинственности этим гигантским изображениям на Земле. Их истинное предназначение и значение до сих пор остаются предметом догадок и научных споров. Я лично склоняюсь к инопланетянам, а вы что думаете? Цивилизация майя. Ну и раз заговорил про жителей других планет, то куда без этих ребят? Индейцы майя – одна из самых загадочных и прогрессивных цивилизаций в истории человечества. Они построили величественные города, освоили земледелие и были непревзойденными мастерами в завоевании новых территорий. Майя обладали знаниями в медицине, которые позволяли им излечивать множество болезней, а также разработали продвинутые системы канализации и водоснабжения, что свидетельствовало об их умении адаптироваться к различным условиям. В IX веке их технологические и социальные успехи были настолько впечатляющими, что появились теории о внеземном происхождении майя. В центре каждого завоеванного города ставилась масштабная пирамида, имевшая священное значение, что только укрепляло эту гипотезу. Неопределенность их исчезновения до сих пор вызывает жаркие споры и догадки. Некоторые предполагают, что они, возможно, вернулись в космос, в то время как другие считают, что причиной стали внутренние конфликты и войны. До сих пор никто не может сказать однозначно, где они сейчас и откуда у них были все эти невероятные технологии. Токсичная женщина. А хотите невероятную медицинскую загадку? В феврале 1994 года произошла одна из самых странных и необъяснимых историй в медицинской практике. Глория Рамирес, страдавшая от рака шейки матки, была срочно доставлена в отделение неотложной помощи в Калифорнии. Ее состояние было настолько серьезным, что вскоре после прибытия в больницу у нее начались осложнения. Медицинский персонал, пытаясь оказать ей помощь, столкнулся с неожиданными симптомами. Они стали терять сознание и жаловаться на ухудшение самочувствия. Ситуация усугублялась с каждой минутой, и вскоре еще несколько сотрудников больницы почувствовали себя плохо. При этом 5 человек были госпитализированы, один из них в тяжелом состоянии. Несмотря на усилия врачей, спустя 45 минут реанимационных мероприятий Глория была объявлена мертвой, как и еще пара сотрудников. Инцидент привлек внимание медицинского сообщества и стал известен как случай токсичной женщины. Медицинские специалисты и эксперты били
трудились над разгадкой того, что могло вызвать подобную реакцию и почему пострадал почти весь обслуживающий персонал. И да, никаких токсинов или ядов на теле девушки не было найдено. Ученые не смогли объяснить этот странный случай. Истуканы острова Пасхи. А этих ребят вы точно видели. Истуканы острова Пасхи, или Маай, оставляют впечатляющее наследие загадочной древней цивилизации. Эти массивные каменные скульптуры, которые не имеют аналогов на других островах Тихого океана, по-прежнему вызывают множество вопросов у исследователей и туристов. Местные жители острова со временем утратили знания о том, зачем были созданы эти статуи и каково было их первоначальное предназначение. Интерес к этим скульптурам значительно возрос после того, как голландский исследователь Якоб Роггевен открыл остров в день Пасхи, откуда и происходит его название. В 1955 году норвежский исследователь Тур Хейердал провел эксперимент, который показал, что поднять статую можно с помощью простых инструментов и человеческой силы. Рабочие, используя брусья и камни, смогли постепенно поднимать статую, чередуя подъем и подкладку камней, пока скульптура не встала вертикально. Однако даже Хейердал не смог объяснить, каким образом на статуе были установлены тяжелые каменные шляпы весом в несколько тонн, ведь это противоречило всем законам физики. Но поверьте, это еще не самая интересная загадка, мы только подходим к самому интересному. Могила Чингисхана. Могила Чингисхана остается одной из величайших археологических загадок. Великий монгольский правитель Темуджин, известный как Чингисхан, умер в 1227 году, но его место захоронения до сих пор не найдено. Согласно легендам, место его погребения охранялось с особым рвением. Поверх могилы прогнали десятки тысяч коней, чтобы затереть следы, и убили всех, кто присутствовал на похоронах, сохраняя тайну вечной загадкой. Жестко, да? Другие рассказы утверждают, что монголы перенаправили реку Селенгу, чтобы она текла над его могилой, обеспечивая таким образом защиту от грабителей. Есть версии, что Чингисхан пожелал быть похороненным у горы Бурхан-Халдун, где он провел свои детские годы. Однако, несмотря на многолетние исследования и раскопки, ни одна из этих теорий так и не была подтверждена. Исследования продолжаются, и каждая новая находка приближает ученых к разгадке этой тайны, но пока что могила Чингисхана остается одним из самых интригующих, нерешенных вопросов в истории человечества. Папесса Иоанна. А слышали про папу римского, который был женщиной? Легенда о папессе Иоанне является одной из самых интригующих и спорных в истории католической церкви. Согласно рассказам средневековых биографов, женщина, притворившаяся мужчиной под именем Иоанн Англичанин, смогла добраться до самых высоких эшелонов власти в Ватикане, став папой. По легенде, ее обман раскрылся, когда она родила ребенка прямо во время праздничного шествия, что привело к ее смерти. Этот рассказ впервые начал распространяться в XIII веке и был широко принят до XV века, когда начали появляться сомнения в его достоверности. К середине XVI века многие историки пришли к выводу, что рассказ о папессе Иоанне является мифом, возникшим, вероятно, как насмешка над порнократией, периодом, когда женщины играли значительную роль в ватиканской политике. Но если это ложь, то почему в те времена ввели проверку пола кандидатов на папский престол? По датам это совпадает с легендой, да и церковь не любит обсуждать этот инцидент. Происхождение басков. А слышали про страну басков? Кто это такие и почему они на слуху у многих? Баски – уникальная этническая группа, чья история и культура уходят корнями глубоко в древность. Они проживают на территории современной Северной Испании и Юго-Западной Франции, в регионе, известном как Баскский край. Их язык, баскский или эускара, действительно не имеет явных родственных связей с другими европейскими языками и представляет собой один из немногих изолированных языков в Европе. Генетические исследования подчеркивают эту уникальность, показывая, что баски обладают высокой долей отрицательного резус-фактора и группы крови О, что делает их генетически отличимыми от других европейских народов. Такая генетическая особенность может указывать на то, что предки басков были изолированы от других народов Европы на протяжении многих веков. Но как такое возможно в Европе? Откуда взялись люди со странной генетикой? На это у ученых пока нет ответа. Рукопись Войнича.
А теперь посмотрите на эту удивительную находку. Что это? Рукопись Войнича, загадочный документ, написанный в 15 веке неизвестным автором на неопознанном языке с использованием неизвестного алфавита. Книга имеет толщину 5 сантиметров и содержит около 240 страниц размером 16,2 на 23,5 сантиметра. Это полноценная книга, которая имеет свою логику и структурирование. Конечно, манускрипт привлек внимание множества профессиональных криптографов со всего мира, однако никому из них так и не удалось расшифровать ни одного слова. Даже пресловутые нейросети, которым скормили практически весь текст за всю историю мира, не смогли пролить свет на этот вопрос. Существует предположение, что текст может быть просто набором бессмысленных символов, но другие исследователи уверены, что рукопись содержит зашифрованное послание, надеясь, что когда его поймут, будет не слишком поздно. Фестский диск. А вот еще одна странная находка. Фестский диск – это уникальный артефакт, обнаруженный итальянским археологом Луиджи Пернье в 1908 году во дворце минойской цивилизации. Эта глиняная табличка круглой формы вызывает интерес ученых своей нерасшифрованной письменностью. Диск изготовлен из обожженной глины и покрыт спиралью таинственных символов, идущих от края к центру. Эти символы, возможно, представляют собой неизвестный древний язык, который, по мнению некоторых ученых, мог возникнуть во втором тысячелетии до нашей эры. Исследования показывают, что символы могут быть родственны письменности, использовавшейся на Древнем Крите, но точных параллелей с известными письменностями не найдено. Это делает фестский диск одной из наиболее загадочных находок в истории археологии. Символы на диске уникальны, и их расположение на глине предполагает, что они могли быть нанесены с помощью штампа, что является редкостью для того времени. Диск содержит 241 различных знак, которые образуют 45 уникальных символов. Эти символы включают в себя изображения людей, животных, растений и геометрических фигур, что делает их похожими на пиктограммы или идеограммы. Несмотря на множество попыток расшифровки, включая применение современных компьютерных технологий, текст так и остался не раскрыт. Это поддерживает теории о том, что фестский диск мог быть как ритуальным объектом, так и практическим инструментом для записи важной информации. Дело Таман-Шут. Ну и пора добавить еще мистики. Дело Таман-Шут, известное также как дело о таинственном человеке из Сомертона, остается одной из самых загадочных нераскрытых историй в криминальной истории. 1 декабря 1948 года на пляже Сомертон в Аделаиде, Австралия, было обнаружено тело неизвестного мужчины. Время смерти было установлено примерно на 6:30 утра. Причиной смерти, как предполагается, стало отравление барбитуратами или снотворным, но ни личность погибшего, ни обстоятельства его смерти так и не были установлены. Особый интерес вызвал клочок бумаги, найденный в секретном кармане брюк покойного, на котором было написано «Таман-Шут», что в переводе с персидского означает «закончено» или «конец». Этот фрагмент оказался вырван из редкой книги стихов Омара Хайяма. Позже полиция нашла книгу с вырванной последней страницей, где на обороте карандашом были нанесены записи, похожие на шифр. Неоднократные попытки расшифровать эти записи не привели к успеху. Несмотря на международное внимание и усилия лучших полицейских из разных стран, никакие значимые улики или свидетельства, которые могли бы помочь в раскрытии этого дела, так и не были найдены. До сих пор дело Таман-Шут остается окутанным тайной, сохраняя статус одного из самых интригующих и необъяснимых событий прошлого века. Бермудский треугольник. Ну и куда без самого загадочного и таинственного места нашей планеты? Бермудский треугольник заработал свою дурную славу еще в начале 19 века, когда моряки начали избегать этой зоны, расположенной между Майами и Бермудскими островами, из-за множества бесследно пропавших кораблей. Специалисты-уфологи связывают эти пропажи с инопланетной активностью, учитывая, что обломки исчезнувших кораблей и самолетов часто так и не находят. Однако ученые предложили несколько более земных объяснений этим аномалиям. Например, одна из причин массовых исчезновений кораблей связана с коралловыми рифами, особенно многочисленными в этом районе. В те времена, когда корабли строились из дерева и не использовались современные навигационные системы, многие суда сталкивались с рифами и тонули. Другая возможная причина – инфразвук на поверхности воды, который, по мнению ученых, может вызывать панические атаки или дезориентацию среди экипажа. Примером может служить случай с кораблем «Рубикон» в 1940
1944 году, где, несмотря на наличие запасов и отсутствие видимых повреждений, весь экипаж бесследно исчез, предположительно покинув корабль на спасательных шлюпках. Более того, в 1970 году случай с летчиком Брюсом Германом добавил тайн. Во время полета над треугольником все электроприборы в самолете внезапно отключились, и самолет попал в странное облако, которое, по словам Германа, могло быть временным порталом, ускорившим его полет. Несмотря на научные исследования, Бермудский треугольник по-прежнему остается объектом для домыслов и продолжает пугать даже опытных мореплавателей и пилотов своими загадками. И как вы понимаете, никаких ответов у ученых попросту нет. Пугает? Пишите, какая загадка вам больше всего понравилась и удивила. Я с удовольствием почитаю ваши ответы. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать или озвучивать видео, переходите в Telegram-бот по ссылке в описании, буду рад сотрудничать. И спасибо за просмотр, друзья.